Всем привет, с вами Андрей. У нас NetHack на повестке дня. Персонаж турист, Human, у него раса. Также у нас присутствует 9 уровень, Armor класс -6. Инвентарь у нас, получается, мы имеем дротики, руническое копье, так называемые кинжалы, еще одни дротики, еще кинжалы рунические, так называемый аникс и материал дерева. Хотя вот эти вот даггеры, которые у нас используются, они в материал металл. Это написано все в Википедии. Вот. Также проклятые дротики, не дротики, а кинжалы. Присутствует наше основное оружие, рунический даггер Стинг и 3 проклятых, непроклятых дротика. Также у нас присутствуют ботинки, благословленный +1, гавайская рубашка, орчий шлем на +2, плащ, он клеенчатый плащ, он защищает от воды, то есть наш доспех. Наш доспех дварский митриловая кольчуга. Но она и так защищена, но факт с фактом. Щит железный большой. И также присутствуют легкие перчатки. Также некоторое количество еды. У нас проклятый рацион. Ну, это маленький рацион, ничего особого. Пищевой паёк, это так называемый, достаточно объемный еда, если ее есть. Очень эффективная. 2 трупа ящерицы, так называемый лизард. Она защищает нас от окаменения, если наш персонаж каким-то невероятным образом начинает окаменять. Да, и его может, например, как адрес побить. Это такое так называемое существо, которое вас может в камень бросить помимо. Медуза, но медуза, опять же, вы не выживете, скорее всего, против, если вас полностью кинуть в камень, вы не выживете. Если вы начнете окаменеть, то еще есть шанс. В общем, я лизарда использовал. Очень полезная вещь. Фортун Куки — это удачливая печенька. Она мало восстанавливает сытости. Ничего особо по нее сказать не могу. Единственное, она идет как не вегетарианская еда, а мясная. Потому что я постоянно ей кормил животных своих маленьких, и они неплохо ее хомячили. Проклятый паёк, собственно, пищевой, про него ничего особо сказать нельзя. Он проклятый, версия непроклятого пайка то же самое. Яйцо проклятое — это хорошо, яйцо, у них нет какой-то привязки к типу существа, как, например, у других. У них присутствует, просто то, что проклятое, значит, скорее всего, мы будем от него блевать, что очень полезно. Особенно, если у вас нету при пищевом отравлении. Труп лишайника. Что касаемо трупа лишайника, проклятость его не важна, потому что это просто труп лишайника. Соответственно, вот 2 трупа лишайника, они не актуальны. То есть они не портятся, то есть вы, даже если они в проклятом состоянии, вы их можете спокойно съесть, и вы пищевое отравление не получите. Чтобы избавиться от пищевого отравления, вам нужно использовать... Я тут недавно узнал, делюсь с вами своим опытом. Это получается рог, святая вода, либо вам нужно просто проблеваться, если вы успеете. Вот использовать, например, яйцо, желательно просроченное, чтобы много ходов оно длилось. Также трибуха, можно так называемый трип, но у меня ее нету. По-английски она произносится, но у меня ее в данный момент нет, чтобы вам показать. Тоже желательно проклятая. Также у нас присутствует палочка телепортации. Очень полезная палочка. Она может от вас, получается, телепортировать мобов, вас телепортировать в случае необходимости. По зарядам непонятно. Палочка удара, стрикинг.
неизвестная палочка, мы так ее не опознали. Палочка копания. Полезная палочка, она дает постоянный надпись Elberет. Тем самым вы можете пользоваться надписью Elberет, тем самым в милишном бою до вас никто не докопается, если только в дальнем. То есть вы сможете спокойно восстановить свое здоровье. Неизвестная палочка первого уровня, пока непонятно, что она из себя представляет. И 2 палочки удара. Кольцо непроклятое первого уровня. 2, получается, зеркало, лампа, неизвестная, повязка на глаза, ключ и, собственно, проклятый свисток магический подписан. Также у нас пробный камень есть, который поможет определить из камней, то есть, которые вы находите, там зеленый, желтый и так далее, серо-бурмалиновый. Вот, вы можете определить, что это, обычное стекло, либо драгоценный камень, как, например, опал, аметист и так далее. Но для того, чтобы нам его использовать, нам нужна его благословленная версия. Потому что неблагословленные версии, если вы не гном, либо археолог, вы не сможете его добиться. Мы видим, что мы находимся в данный момент в гномьем городе, перед нами находится летающий глаз. Как вариант, можно его пробовать раздамажить. Для этого стоит использовать, у нас присутствует в квикере, так называемый в колчине, даггеры. Вот это цвет, так называемый голубенький цвет. Видите, у нас 6 даггеров присутствует, мы можем попробовать его раздамажить сейчас. Планы желательно на эту серию, но как вариант попробовать пойти так называемое вверх по подземельям. То есть мы, например, сейчас в гномьем городе, а я хочу вернуться в основное подземелье, если получится, конечно. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы нажимаем команду F и выбираем сторону, в которой мы хотим кинуть дротики. Не дротики, а у нас получается кинжал. Кстати говоря, по поводу способностей. У нас в данный момент прокачаны способности даггера, так называемые наши кинжалы, на эксперт уровень, и они больше не грейдятся. Нам об этом написано, надпись в скобочках. Также у нас присутствуют дротики, так называемые, уже более умелый. То есть не обычный, как называемый, а уже более умелый мы с ними. Тем самым мы себя более комфортно чувствуем, по крайней мере с даггерами точно. Тем самым мы можем метать даггеры. И они будут носить достаточно много урона. Мы запустили в летающего глаза 2 даггера, и тем самым убили его. Подходим и видим то, что тут лежит труп летающего глаза. Мы едим труп летающего глаза, потому что он дает, когда вы его первый раз едите, он дает вам, получается, ментальное зрение, которое вы можете за счет завязанными глазами видеть то, что происходит на всем уровне, котором вы присутствуете. Мы видим то, что к нам подползает водяная нимфа. Это ужасное создание, скажем честно. Она очень сильно бесячая. Она крысит ваше снаряжение. Ее нужно убивать только на дистанции, потому что если она к вам подползет, либо если у вас сильный урон с руки, то есть прям чтобы ваншотать ее, тогда можно ее вплотную, но главное, чтобы вы не проиграли ей по скорости. Если вы проиграете ей по скорости, это все, это давай до свидания будет. Мы также, получается, нажимаем команду F и выбираем сторону, в которую мы хотим метать. В нашем случае мы хотим метать в нимфу. Мы начинаем расстреливать. Мы убили нимфу. И нимфа, получается, несла тяжелую кирку, так называемая Боард Пик. Это тяжелая кирка, она двуручная, то есть, в принципе, То есть, есть легенькая кирка, так называемая Пик-Акс, а есть тяжелая, вот так называемая Боард Пик. Вот, одним словом, лучше использовать легкую. Но если вы специализируетесь на кирках, как, например, археолог, то, конечно, ваш выбор это очевидно, что кирка.
Смотрим, тут два предмета лежат, это получается, ну вот, собственно, про те кирки, которые я вам говорил. Тут есть два типа кирки, вот получается Pickaxe, это верхняя строчка, и вторая это Boat Pick. Тем самым это маленькая кирка и так называемая большая кирка. Большая кирка, она больше весит в несколько раз, а легенькая, маленькая кирка, она, конечно, тоже много весит, но кирка нужна в любом случае с вами, то есть одна кирка, не проклятая, либо благословленная, нужна в любом случае с вами. Поэтому ее стоит носить с собой. Мы видим наши предметы, которые у нас лежат в сумке, 81 предмет. Мы нажимаем «Выбрать» и просматриваем. Нажимаем команду «Так». Выбираем Alt-тип и посмотрим. У нас, получается, присутствует 2627 монет. 5 стрел. Даггер. Легенький шлем. Получается, ботинки. Эльфийский плащ. Эльфийский плащ чем полезен? Он дает параметр скрытность. Тем самым спящие мобы вас не обнаружат, тем самым вас не будут атаковать. Проклятая, получается, одежда мумии, ну, так называемые бинты мумии. Не знаю, зачем тащу, но факт в том, что остается. Также у нас присутствует еда, но это получается как... Я ее использую, в общем, как вегетарианскую еду. Лошадь ее с удовольствием ест. 5 проклятых яблок, банан, 11 проклятых морковин. Получается 2 проклятых кремовых пайка. Получается 11 пищевых рационов, так называемых пайков. Недоеденный пищевой паек, кстати, его стоит съесть сейчас. Так, чтобы он не отсвечивал. Проклятый пищевой паек. Волчанка, так называемая растука калита. Помогает при ликантропии. Если возразили ликантропии, вам об этом напишут. Ну, либо после боя с этим. С Вер-шакалом, Вервольфом и... Сейчас скажу, кто последний. И Вер-рат, то есть называемый Вер-крысой. То есть их всего 3 типа. Вот, если вы заразились ликантропией, вам об этом напишут. Ну и одним словом, если мы случайно заразимся, я вам покажу. Там у вас будет надпись, вы ее не пропустите никак. Я на нее даже звуковое оформление поставил, чтобы не пропускать ее. У нас также есть 3 яйца непроклятых. Много свитков. Непонятно, правда, что они себя представляют пока. 3 свитка пока непонятные. Непонятно, почему я их не прозвонил на уровень. Есть также свитки, прозвоненные по этажам. То есть вот самый эффективный, конечно, 4, но... Потому что 4 уровень, в большинстве случаев, если он прозвоненный, он дает либо благословление снятия чар, либо усиление, получается, вашей брони. Но в нашем случае, если он проклятый, он скорее даст снижение и проклятие, потому что в этом вопросе он плохой. Его надо снимать проклятие. 2 шестерки, опять же, тоже они... Шестерки, они чем сомнительные, мне они не особо, честно говоря, нравятся. Также есть несколько свитков пустых. Получается, 1 непроклятый, 2 проклятый. И также несколько свитков магической карты в наличии 5 штук. Это 1 благословленный и 4 непроклятых свитка. Также у нас есть палочки создания монстра. 2 палочки магический мисс, это у нас получается волшебная стрела, и палочка скорости, которая нам дает внутреннюю скорость. Тем самым вы быстрее шевелитесь. 2 кольца, которые нам желательно прозвонить по уровню, чтобы если мы снимем проклятие, чтобы мы могли их одеть. Для этого мы сейчас их будем брать с собой, тащить к торговцу. Также присутствует достаточно много зелий. 4 уровень неплох, он... Но опять же, тут написано 4-5, соответственно, мы точно не знаем, что это за уровень. 3 уровень, он самый большой, и там может быть помимо благословленной воды и неблагословленной, но учитывая то, что они не прокляты, это отпадает, то там
могут быть достаточно опасные изделия. Там какие-то галлюцинации, конфузия. То есть это противные очень зелья. Их можно снять, и, например, рог единорога использовать, либо подождать, пока они закончатся. У нас также есть два зелья воды. Одно из них проклятое, второе нет. То, что есть проклятое, это хорошо. Есть третье, опять же, зелье, оно неизвестное. Шестое, есть третье, еще пятое, третье. Ну, в общем и целом, зелья прозвонены по уровню. Их, как вариант, можно выпить, можно через свиток идентификации прозвонить. Но для этого их надо взять с собой в инвентарь. Potion, получается, я, кстати, удивлен, как мы прозванивали предметы, что не все прозвонили. Ладно, значит, если будем забирать Potion. На текущем благословленном Potion не стоит уровень. Тем самым я его как-то странно прозванивал. Ну, забираем Potion, нам его нужно прозвонить. Также присутствует Potion Full Heal и Potion дополнительного исцеления. На Full Heal стоит прозвонить предмет на полярность, чтобы узнать, что он из себя представляет. Получается, флейта не магическая. Не магическая флейта, насколько я знаю, она... Я вот недавно прочитал на Википедии по NetHack. Она дает вам... Вот она. Флейта. В нашем случае она проклятая. Она дает усыпление ведьм, так называемое усмирение змеям. Тем самым вы можете со змеями элементарно, как говорится, более-менее комфортно себя чувствовать. А магическая версия флейты дает сон всем в радиусе от вас. Я, по крайней мере, и пользовался именно магической версией, мне понравилось. Рог, так называемый, как он называется? Проклятый рог еды. Ну, собственно, когда у него есть заряды, он вам дает еду. Какую еду конкретно не ясно, но есть там список достаточно большой. У нас также есть некоторое количество свечей. Проклятая лампа. Непонятно пока, что это за лампа. Но опять же, в проклятом состоянии она нам не нужна. Потому что мы поэтому ее кладем. Свисток. Непонятно, кстати говоря, что за свисток. Еще одна, получается, бронзовая, так называемая лампа. Но она используется уже для освещения. Ее не тереть, ничего бесполезно. Кредитная карточка. То есть способ открывания дверей, замков. Камера, которой вы можете просвечивать всех, ослеплять всех мобов. Кирка, собственно, как я говорил, самый нужный предмет. Получается, набор консервирования тоже очень полезный предмет. Я много раз достаточно сильными персонажами я погибал от пищевого отравления. Пока я не узнал, что можно элементарно использовать через набор консервирования даже, скажем так, уставшие трупы, кроме нежити. Уставшие трупы законсервировать и просто с собой. Ну и, собственно, гемы. По гемам что сказать нельзя, там только нужно либо фиолетовый гем используется, остальные все их нужно прозванивать, так называемые камни, которые присутствуют. А остальные гемы, они фиолетовые и серые в основном используются. У нас тут есть два фиолетовых, но их надо прозванить, потому что нужно именно аметист найти. Он для прозвонки зелья второго уровня подходит. Если быть точным, он из зелья, получается, пьянство, так называемое бозе, снимает и делает его зелье фруктового сока. Но если он это сделает, то он, скорее всего, опознается, потому что он будет единственный, кто из них это сделает. Но для этого нужно зелье второго уровня в инвентаре. Так, получается, мы сейчас поднимаем предметы, которые мы не смогли прозвонить в данный момент. Которые нам нужно, точнее, прозвонить. Вот проклятый свиток, их 3 штуки, я смотрю, то есть надо их стоит прозвонить. Это мы знаем. Кольца надо тоже поднять сейчас в данный момент, чтобы узнать их уровень, полярность. Полярность мы и так знаем, уровень при продаже у торговца. Также узнать у Potion, Full Heal
что из себя представляет. Ну, во-первых, полярность его узнать, чтобы он просто элементарно. Все, забираем и бежим, во-первых, проверять полярность. Для этого стоит подойти на алтарь и положить все. Мы смотрим, что под нами находится алтарь нейтрального вероисповедания. Это наш алтарь. Мы играем за нейтрального персонажа, потому что мы прозваниваем предметы, собственно, которые я хотел. Это Potion Full Heal. Прозвонили, подняли, поняли, что он проклятый. Отнесли его обратно. В нашу сумку. Выбрали параметр put. Также выбрали потом Potion и положили Full Heal на место в сумку. Идем к универсальному торговцу. Он подписывается как генерал. Но вы не пропустите его в общем и целом. У него будет очень много разных предметов, разных типов. Вот он написано Генерал Стор. Он со мной поздоровался. Алоха Андрей. Мой персонаж зовут Андрей. Welcome. Там, я не могу вот эти два слова перевести. Генерал Стор. В общем и целом они периодически меняются. Наша задача прозвонить предметы, которые мы не прозвонили. В частности, 3 свитка, они стоят 50 монет. Все 3 50 монет. Открываем нашу прозвоночку, так называемую идентификацию по ценам. Сейчас я пролистаю быстренько, чтобы вам... Получается, у нас свитки. Свитки за 50 монет. То есть один, получается, сколько стоит, если 3 за 50? Свитки. Вот, свитки я нашел. 3 за 50, это получается один стоит 15 где-то, да? То есть это, скорее всего, какой-нибудь свет будет, да? Потому что... Три за 50, конечно, ну, либо, опять же, сложно его прозвонить, потому что примерная цена, это, грубо говоря, это получается 50, если мы, грубо говоря, разделим на 3, это получается 1, 6, ну, это получается 19, это, грубо говоря, свет, скорее всего. То есть, соответственно, берем, прописываем, что это, скорее всего, свет, хотя он какой-то странный свет. Но все-таки мы его пропишем. Кстати говоря, где он у нас в наличии? Его подняли, отлично. То есть это, скорее всего, второй левел. А второй левел у нас... свет. По крайней мере, я так думаю. Может, я ошибаюсь. Также кольца, которые у нас присутствуют в проклятом состоянии, их тоже стоит дропнуть и прозвонить. У нас первое кольцо стоит 33 монеты. Но оно проклятое, правда, но это не суть важно. Кстати, 33 монеты. Опять же, 33, но это, грубо говоря, 38, скорее всего. Это, скорее всего, первый уровень. Непонятно, правда, почему нам идентификацию не дают. Это, скорее всего, первый уровень текущего кольца. Но, опять же, если оно проклятое, значит, оно явно негативное будет. Чтобы узнать точно, вам нужно прозвонить свиток идентификации, то есть благословленная версия желательно, не проклятый. И опять 33 монеты, и кольцо опять же первого уровня, судя по всему. Потому что мы только что осмотрели с вами, что ближайшее к 33 это 38, цена продажи. Я, собственно, смотрю по цене продажи, тем самым вот selling price, и тут ближайшая цифра 38. Тем самым, ну, в нашем случае 33 получилось, но это ближайшая цифра. Все, собственно, что мы хотели, скорее всего, прозвонить. Я правильно сверяюсь еще раз, что у нас есть в наличии. У нас достаточно тяжелый доспех, тяжелая шапка, тяжелые ботинки. Это очень плохо, потому что нам желательно перейти на... Как я говорил ранее, на легенькие доспехи, легкие ботинки, потому что
Они просто меньше весят, и тем самым вы будете меньше перегружаться. Убираем предметы, которые мы прозвонили. Это получается Scroll, Ring и Potion. А, мы еще и один Potion не прозвонил, я забыл про него. Проверяем еще один благословленный Potion, который у нас присутствует. Для этого стоит прийти к торговцу и попробовать ему продать текущий предмет. Продаем и в конце отказаться от продажи текущего предмета. Открываем Potion и смотрим, что он стоит 67 монет. 67 монет. А что ты будешь делать? Ну, что могу сказать по цене? Тут такого нету. Это, скорее всего, из-за того, что у нас скидка присутствует. Ну, 67 монет, чисто теоретически, это семерка. Точнее, это ближе к 75. Это, получается, либо 4 уровень, либо 5 уровень. Соответственно, в принципе, благословленный, я думаю, нам ничего особо не должен сделать. Поэтому либо 4, либо 5 мы его так и напишем. И как вариант его можно будет выпить сейчас. Наша задача все зелья, которые у нас присутствуют, все их смыть, потому что смотрим, что у нас может быть опасного. Тут, если это 5 уровень, то это полиморф. Может быть, стоит прозвонить на полиморф. И если это не полиморф, то мы, в принципе, пройдем, как говорится. Поэтому стоит его прозвонить. То, чтобы прозвонить, берем любой предмет через команду deep, выбираем предмет и нажимаем на зелье. Тем самым, если он ничего не случилось, то есть нам вот эта надпись Interesting написали. В общем и целом, если это надпись и трехоточие, если надпись появилась и ничего не произошло, то мы, в принципе, можем пить, значит, это, скорее всего, не полиморф. Это был Potion левитации благословленный. Тем самым мы умеем летать. Из-за того, что мы умеем летать, мы теперь ни хрена не достаем до земли. Чтобы упасть, получается, можно попарить над раковиной, тем самым вы упадете на эту раковину. Но в нашем случае мы не сможем поднять наш предмет, пока мы летаем. У нас теперь, видите, рядом с обозначением числа входов, у нас в данный момент 16080, появилась надпись «Лев». Тем самым мы летаем. Левитация чем плохая, мы не сможем взаимодействовать. Она в общем и целом очень хороша, если она контролируемая. Если она неконтролируемая, это просто откровенная печаль. Как вариант, можно покидать в них дротики. В лепрекона. Но мы до него достать не можем. Левитация, я не помню, там ходов 300 вроде, то есть достаточно много ходов. Учитывая, что он еще и благословленный, то есть там прям откровенно. Ну, труп по понятной причине мы поднять не, лепрекона есть мы не будем, поэтому мы просто перематываем, ждем. На нас напала еще змея, но мы ее убили. Теперь ждем мы просто пока пройдет левитация. К нам идет рад, скорее всего это крыса, да, крыса. Ух, нифига себе. Опера Клоак — это один из плащей. Возможно, не знаю точно, я не могу быть на 100% уверен. Сейчас мы с вами посмотрим это. Плащи, сейчас открою плащи. Плащи. Рукавицы, ботинки. Вот плащи. Нет, это не надпись, не то. То есть его надо прозванивать, полярности одевать, потому что по плащам непонятно пока, что это. У нас есть
Почему? Потому что все плащи, они рандомные генерируются, тем самым надпись у них может быть рандомная. Но опять же, мы знаем точно, что это не алхимический котел, не алхимический, получается, рубашка, который апрон, не wooden cloak, который дварская. У нас присутствует, получается, Sleepy Cloak, тем самым мы уже знаем, что это не он. И также это не может быть Faded Pal, тем самым эльфийская, потому что мы ее и знаем. Это может быть как вариант, по крайней мере. Также это не Орчи, потому что она нам в скобочках прописана. То есть это, скорее всего, магическое, но вопрос какое именно? Это диспласимент, либо протекцион, либо роба. Ну, роба она была подписана робой. Либо инвиз, либо магический резист. То есть, если нам повезло, мы сейчас какой-нибудь путный плащ вытащим. Но опять же, самый путный плащ, как мне кажется, в данный момент, это, конечно, магический резист, потому что он защищает от полиморфа, а полиморф это такая гадость. Я превратился, я на другом персонаже превратился в этого, в дракона, блин, вы представляете? Из-за того, что наступил на ловушку полиморфа и при этом носил драконий доспех. Ждем, пока спадет левитация. Она около 200-300 ходов ходит. Нас предупредили о том, что к нам у нас появился орк. Наш кинжал предупредил нас об этом. Тем самым мы видим на карте орка. Нам нужно забрать плащ и забрать наш кинжал. Но из-за того, что у нас мы левитируем, кстати, мы можем, интересно, переходить? Наверное, можем мы переходить. Стоит к орку навстречу пойти. Из-за того, что мы левитируем, мы... Какой же ты, а? Нас гноми Визард стан нам выдал. Тем самым мы не могли двигаться. Гномий волшебник, если переводить на русский. Тем самым мы не могли двигаться, тем самым... Ну, опять же, пока не пройдет левитация, мы толку ничего сделать не смогу. Мы мало того, что не сможем поесть, кроме как из инвентаря. Ура! Мы перестали парить над землей, мы забираем опера плащ, ну, опера клак. Также смотрим, тут два предмета. Это слайм молд, вроде она называется в переводе. Да, слайм молд. Это также подбираем наш даггер, который мы метали. Также трупы нельзя есть, потому что там они много ходов уже лежат. Видим то, что тут получается 7 камней. Ну, камни они чисто для метания используются. То есть ничего особо сверхъестественного не стоит. Хоббита жрать нельзя, потому что он много ходов пролежал. Так называемая кирка, ну, она нам не нужна большая. А орчий даггер нам, в принципе, тоже не актуален, потому что нам своих даггеров хватает. Нам их даже девать уж, по сути, некуда. Нас приветствует священник. Мы прозваниваем, что это за плащ. Мы положили плащ. Это не проклятый плащ. Мы тестируем плащ, пытаясь его одеть. Ага, я понял, что это за плащ. Это так называемое смещение, диспласимент. Ну, честно, он неплох в целом, но вода все-таки лучше, потому что нас вода на начале будет очень сильно забивать. Но учитывая то, что нам доспех они вряд ли поцарапают, поэтому я думаю, что смещение будет более эффективно. Поэтому мы убираем наш плащ воды, так называемый клеенчатый плащ.
поднимаем все предметы и начинаем плавно отсюда утекать. Наш персонаж, конечно, очень сильно перегружен, но это его проблема. Мы не можем двигаться из-за того, что мы слишком дохрена несем. Не можем двигаться. Сейчас, значит, что-то будем перекладывать. Но все предметы нужны, потому что надо что-то где-то облегчить. Но без еды оставаться тоже сомнительное решение, потому что без еды вы останетесь и потом будете, сопли жевать. Что ты хочешь дропнуть? Да ничего я не хочу дропнуть. Но у меня, видимо, особо вариантов нет, поэтому мы дропаем копье. Дропаем, начинаем дротики. То, что не используется в данный момент, кроме плюс 2 зачарования. Дропаем еду, в частности пищевой паёк. Крем. Отлично, мы облегчили вес, тем самым мы можем выходить. Мы смотрим, что здесь. Как вариант, стоит поесть, чтобы пайки не пропадали. Мы их съедим сразу. Наш персонаж сытый. Тем самым мы можем двигаться обратно. Мы видим то, что тут мы локацию толком не исследовали, но нам нужно двигаться дальше, потому что тут, кстати, дворский плащ есть, что интересно. Кстати говоря, что касаемо уровней. У нас, получается, на первом этаже текущей локации есть алтарь, фонтан и раковина. Потом есть переход в гномий копий, собственно, куда мы сейчас и выйдем. Также у нас присутствует на третьем этаже алтарь, на четвертом магазин деликатесов алтари, то есть большое количество, и фонтаны. Также присутствует могила. Чтобы копать могилу, мы этим заниматься не будем, вам нужна кирка и стрелочка, так называемая, больше. Также там персонаж погибал несколько раз в разных местах. Также мы ищем переход обратно. Выходим из гномих копий. Мы видим орка, которого нам подсветил наш кинжал. Но мы, скорее всего, не будем с ним драться. Наша задача просто выйти. Для этого нам нужно просто добежать до кнопки выхода. Мы вышли в какой-то веке. Мы смотрим, что у нас присутствует. У нас пустой разблокированный сундук присутствует. И сумка проклятая с 12 предметами также присутствует. Что могу сказать? Мы будем сейчас двигаться вверх, попробуем. У нас 9 уровень персонажей, достаточно много. Но мы, по сути, никаких таких называемых редких предметов не имеем в наличии, но не считая стандартной экипировки. Поэтому нам нужно... Можно, как вариант, посмотреть, что в этой проклятой сумке лежит. Вот здесь лежит оружие, поэтому оно нам, в принципе, не актуально. Как вариант, конечно, можно было и его забрать, но я думаю, что нам... Двигаемся на 3-й уровень. Тут надписи Элберет неправильно написанные. Мы пришли на 3-й уровень, мы смотрим, что у нас присутствует здесь. Кстати говоря, я хотел смыть зелье. Для того, чтобы смыть зелье, вам нужно использовать... Например, тот же фонтан, вот у нас есть, например, на 1-м уровне фонтан. Мы его 100%, скорее всего, не будем пользоваться. Поэтому, как вариант, сейчас пробежаться на 1-й уровень и смыть все зелья. Мы будем раскапывать фонтан киркой. Я, кстати, этой способности только буквально вчера научился. Как именно раскапывать фонтан, и тем самым мы сможем смыть все зелья, которые у нас присутствуют, и тем самым мы сможем смыть их и вернуться, получается, на алтарь. То есть наша задача, мы видим, получается, летающего глаза.
который стоит рядом с нами. Я тут в последнее время узнал, что можно через повязку на глаза его попробовать забить. Не знаю, насколько это актуально. Дропнем нашу сумку с 81 предметом. Мы его убили, но теперь можно повязку с глаз снять и поднять сумку, и пойдем обратно на первый уровень. Мы убили, получается, гигантскую. Нам подняли мудрость чуть-чуть, что очень удобно, спасибо. Но мудрость поднимается, когда вы что-то делаете, скажем так, вы когда чему-то обучаетесь. Интеллект очень полезно, интеллект кастуется для магии. То есть вам, чтобы вы изучили магию, чтобы вы кастовали магию без, в нашем случае, 18 единиц, без затрат еды. Она идет именно с 18, если не ошибаюсь. Мы видим перед собой Green Mold. Это у нас получается зеленая плесень. Она в большинстве случаев вас будет коррозии пихать. Мы пробуем ее бить. Идем циферку 1 в сторону нее. Ее можно есть, но она вас шлепнет кислотой. Вот нам об этом написали. Нас шлепнула кислотой, но мы ее съели. Мы видим также желтую плесень, то же самое у елов, которая молд, но она опять же, она вас может закинуть в стан, что очень опасно. И жрать ее, кстати говоря, нельзя. Если она бы оставила трупик, жрать ее нельзя было, потому что она бы вам больше проблем. Это статуя, хорошо, статуя это хорошо. Ищем наш фонтан. Кстати говоря, здесь есть еще и этот. Как объяснить? Здесь есть раковины. Раковины полезны чем? Они полезны для определения колец. Если вы кидаете одно кольцо, у вас, например, есть два кольца одинаковых. Ну, например, сейчас я покажу. Скажем, вот, например, два иволи ринг. Вот, если у вас есть два одинаковых кольца иволи ринг, вы одно кольцо кидаете туда, вам высвечивает сообщение, что это за кольцо. Я скопировал сообщение. Если мы будем пользоваться, я вам покажу. У нас просто два дублирующих нету. Бежим. Мы видим то, что тут присутствует Acid Blomb, но он к нам нейтрален. То есть вот Piasful, который... Piasful, ну да. То есть он к нам нейтрален. Тем самым мы его можем не атаковать. Исключение, если только он сам на нас нападет. Наша задача в данный момент это снять весь металл, достать воду, которую мы хотим смыть, точнее зелье, которое мы хотим смыть. В частности, 3-й уровень, 4-й уровень, вот эти вот все зелья, которые мы хотим смыть в данный момент, мы их достаем и сейчас будем смывать. Кроме второго смывал. У нас достаточно много зелий. Что касаемо проклятой хилок, ну, они негативные. То есть их, в принципе, тоже лучше надо смыть. Потому что они нам вряд ли что-то позитивное сделают. Мы, кстати говоря, нашли поушен левитации. Мы его определили. Ну, поушен левитации хороший поушен. Его стоит оставить, потому что он в перспективе нам понадобится для преодоления водного уровня. Мы подняли какую-то часть предметов. Мы сейчас будем ломать фонтан. Для этого нам нужна наша кирка. Чтобы найти кирку, она у нас обычно лежит в tools, то есть называемые инструменты. Поднимаем кирку. У нас она не проклятая, она заранее прозвоненная. Кстати говоря, а алтарь у нас какой? Алтарь у нас благочестивый, то есть для нас он не актуален. Мы дропаем все вещи, потому что, кроме, можно, даггера нашего деревянного, потому что он, скорее всего, не сломается. Мы дропаем наши дротики, дропаем железные кинжалы. Рунические даггеры можно оставить, они не сломаются, скорее всего.
Дропаем нашу, получается, железные ботинки. Плащ можно, в принципе, тоже дропнуть. Шлем обязательно дропать. Щит обязательно. Митриловая. Митриловая, скорее всего, ничего с ней не будет. Еде тоже ничего не будет. Палочкам также ничего не будет. Поушены все смоются. Без исключения. Мы, собственно, это и добиваемся. Поставить, я думаю, только 2-й уровень, да и то. Что касаемо металлических, опять же, та же кирка. Нам надо будет ее убрать. Также убрать стоит... Ну, все, в принципе, наверное. Да. Смотрим, что у нас дропнулось. Еще раз. Ничего не дропнулось. Странно, почему, непонятно. Нажимаем ОК. Ну, в принципе, как вариант выбрать все. Пускай дропается. Единственное, нам не нужно, чтобы она особо сильно дропалась. У нас некоторые предметы дропнулись. Нам нужно забрать зелье. Мы поднимаем обратно зелье все. Тем самым кликаем на них и поднимаем. Одной кнопкой. Полностью с себя снимаем все доспехи. Дропаем доспехи. Почему? Потому что они, скорее всего, особенно металлические, они 100% проржавеют полностью. Единственное, стоит оставить, наверное, какие-нибудь плащи там и так далее, которые не взаимодействуют с водой никак. Дропнули. Смотрим, что у нас осталось в инвентаре. У нас остался плащ, который, наверное, стоило бы сейчас одеть. Накинем плащ, накинем рукавички. Ну, чтобы так чисто было комфортнее. Мы видим то, что у нас все поушены присутствуют, но у нас, я забыл взять кирку. Поднимаем кирку. Берем ее в руки. Получается, взаимодействуем с предметом и выбираем. Он нам предлагает единственное, вот в скобочках, в квадратных, вы видите, да? То есть, что вы хотите копать, он нам спрашивает. Мы нажимаем вот именно вот эту вот кнопочку, как знак вперед. Ну, то есть не знак больше. Мы нажимаем его. Тем самым фонтан разрушается и нам выдает воду. Постоянную воду, которую мы можем использовать для того, чтобы... Кирку мы дропаем, потому что она металлическая, она 100% испортится. Асид-бломб мы бить не будем, если он нам мешать не будет. Мы начинаем разбавлять зелье, наступая на этот фонтан много раз. До тех пор, пока у нас надпись не испарится. Все зелья, как вы видите, мы смыли. Теперь осталось их только переименовать и одеться обратно. Мы поднимаем все предметы, которые у нас присутствуют здесь. Мы видим, что к нам идет крыса. Это очень плохо, потому что мы не готовы встречать крысу. Одеваем тяжелый митриловый доспех, одеваем плащ, одеваем шапку, одеваем ботинки, одеваем щит. В руки берем наш кинжал Стинг, дублируем руку, берем наши даггеры. Закидываем в квикер наш 6 даггеров металлических. У нас, правда, перегрузка, но все же у нас армокласс уже -6. Тем самым нам покомфортнее должно быть. Мы смотрим, нам сейчас осталось переименовать все зелья и одеть кольцо обратно. То есть мы одеваем команду P, нажали на кольцо, и кольцо тем самым это выбор руки, правая, левая, R или L. Мы выбираем правую, тем самым
Ну, я обычно надеваю на правую руку. Убиваем эту гигантскую крысу, чтобы она тут не отсвечивала. Покушали крысу. И начинаем переименовывать наши зелья. Учитывая то, что у нас они были, то теперь их нужно переименовать, чтобы они все состыковались. Теперь нам нужно каждую вот эту строчку переименовать в одну эту. Можно, конечно, сделать проще, заставить их собраться. Но Кстати, да, наверное, эффективнее будет их сейчас дропнуть. Половина зельев само соберется. Да, сейчас надо так и сделаем. Мы, получается, дропаем большую команду D, нажимаем кнопку и выбираем все и нажимаем L. Тем самым она дропнула все. Теперь у нас всего лишь несколько граф. Нужно дропнуть. Мы их, получается, поднимаем все. Тем самым нам осталось переименовать совсем чуть-чуть. Мы начинаем так называемый rename продолжать делать. Мы их называем одним типом, чтобы они, когда просто могли состакаться. Тем самым, если они состакаются, нам будет проще элементарно с ними взаимодействовать. И потом их дропаем еще раз. Теперь все зелья берем, команду большую D, и дропаем все зелья. Они называются одинаково. И теперь они скучковались все в одну стопку. И теперь у нас 15, получается, чистых поушенов, то есть обычной воды, под именем восклицательный знак. Ну, знак просто рандомно выбран, поэтому особо не... Теперь мы возвращаемся. Учитывая то, что мы перегружены, нам перегрузка в данный момент не нужна, поэтому мы убираем все поушены, которые мы смыли. Мы их просто убираем в сумку в нашу. Мы перегружены, как я, собственно, говорил ранее. Мы бежим к дворфам. Если нам этот Б... Ой, как же ты подмораживаешь, а? Это постоянный Элберет. Нам Хоб-Гоблин любезно предоставил свой тропик. Мы им перекусили. Также тут присутствует фуд-рацион, так называемый пищевой паёк. Мы можем им перекусить. Мы вот, кстати говоря, видим... Ой, блин. Это, чтобы вы понимали, это Вериорат. Это вот тот самый ликантроп, о котором я говорил вам. Мы его убили, но если бы он нас заразил ликантропией, мы бы офигели, потому что у нас в данный момент способа, как защититься от ликантропов, не так много. Мы бежим в сторону. На нас напал дварф, хотя дварфы, по сути говоря, благочестивые мобы. Я удивлен, что он на нас напал. Мы дропнули нашу сумку и убили дварфа. Не знаю, почему он на нас напал, если честно. Также приползла сюда змея подвязочная. Мы ее шлепнули. Докушали дварфа. Но нам не дают ее докушать. Нам нарисовалась еще одна змея. Мы попробуем еще раз доесть змею. И смотрим, что он дропнул. Он нам дропнул, получается, скалмел. Это броня одна из. Также ботинки, кирка и 32 камня. Нам они не актуальны. Мы поднимаем нашу сумку и бежим дальше. Мы видим еще одного зомби. Орк-зомби, мы его уничтожили. И еще один зомби. Он начал отступать, но мы его добили. К нам еще приползла ящерица. Геко. Вот тут прилетела, получается, гигантская летучая мышь. Гигант-бат, так называемая. Мы ее тоже убили. Ее есть нельзя, если вы будете спрашивать про это. Потому что она вам даст стан, если не ошибаюсь. В общем и целом ее нежелательно есть. Мы бежим к гномам. Точнее, если быть точным, к нашему алтарю.
Почему именно к нашему алтарю? Потому что святую воду можно, конечно, было получить и там, пожертвовав, но там нужно было найти еще ситуация плачевная, потому что к нам приползла лошадь, а лошадь на нас не согрелась. Буква F это лишайник, его можно есть, и он... А нам, кстати, еще один поушен дали. И еще один свиток. Мы бежим к... Что ты будешь делать, а? На нас напала нага защитная, наивно полагающая, что она самая умная. Защитную нагу есть можно. Нам надала поушен экстра хила, так называемое дополнительное исцеление. Мы бежим к торговцу. Точнее, не к торговцу, а... Ну, нам к торговцу тоже надо. Дропаем сумку и из сумки поднимаем через команду так поушены, нашу воду, которую мы так долго собирали. Восстанавливаем полностью свое здоровье и убираем перевес, который у нас присутствует. Ну, то есть бурнинг, так называемый, с правой стороны, желтый цвет. Для этого нам нужно дропнуть предметы и дропнуть их желательно так, чтобы он перевес упал полностью. Ну, давай как вариант в палочки дропнем, ну и поушены, кроме чистых, собственно. Все равно перевес не падает. Дропаем инструмент тогда. Я одиночный прожал. Дропаем поушены. Осталась у нас только вода. Я не знаю, правда. Нам нужно 100% восстановить свое здоровье. Это гомункул. Гомункул очень опасный тип. Он нам может кинуть в сон. И мы будем очень долго и нудно спать. А в то время как остальные мобы нас будут забивать. И нам, кстати, дали рог единорога. Ну, он, наверное, его где-нибудь скрысил. Гомункулам нельзя есть, потому что он ядовит. И, кстати говоря, рог единорога у нас... Не знаю насчет проклятости рога единорога. Гомункула можно есть, если у вас есть рог единорога. Если у вас нет рога единорога, гомункула жрать нельзя. Уйди, пожалуйста, отсюда, священник. Мы дропаем свиток. Дропаем рог единорога, который мы нашли. Дропаем воду. 16 бутылок. Смотрим, что у нас. Рог единорога не проклятый. Свиток тоже. Мы можем есть гомункула, которого мы нашли. Рог единорога не проклятый, это замечательно. Рог единорога это прям, я не знаю, ух! В общем и целом это наше спасение. Мы положили на алтарь, получается, 16 зельев воды. Нажимаем команду Pray. И наша вода превратилась в Blessing Clear Potion. Тем самым все это поднимаем. Все, что было у нас. Тем самым у нас Blessing, ну, так называемое, очень много святой воды. Так называемой благословленной. А благословленная вода это очень хорошо. Она нам поможет во многих местах. Поэтому ее в любом случае стоит использовать. Как вариант можно бафнуть свой даггер будет.
Но я думаю, этим мы с вами займемся в другой серии. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.